Что если у нас с вами есть наш личный помощник, который имеет доступ к нашему Bittrex24, там CRM-ка, наши задачи, имеет доступ к письмам, но не нашим. У него, допустим, есть свой персональный почтовый ящик, что очевидно. Он знает все про наш документооборот, может им управлять, может для нас что-то делать. И это не биологический помощник, а и-помощник. И коммуницируем мы с таким помощником, очевидно, не строя сложные коммуникации, а просто голосом. Мы его о чем-то просим, мы ему о чем-то пишем, отсылаем письма, так далее. Он выполняет наши просьбы. Да еще и настраивается весь буквально за несколько минут. Вы скажете, ну, загнул ты, конечно, с таким помощником, но я себе его уже построил. К концу видео вы научитесь строить себе его тоже, без единой строчки кода, а только лишь на основе нашей коммуникации с этим ассистентом. Друзья, только мы с вами не сможем продолжить без базовых вещей. Вам нужно будет поставить лайк этому видео, подписаться там внизу, оставить какой-нибудь комментарий, чтобы видео увидело как можно больше людей, и также проверить ссылки там внизу на наши мастер-классы по Cloud Code, N8N и другим проматериалам. Они супер, залетайте. Итак, 3 базовых вещи. У меня есть Bittrex, тут есть обычная CRM-ка, в которой мы ведем лидов, заказы, здесь есть задачи, проекты, классическая настройка Bittrex 24. У меня есть Resend, это очень удобный инструмент, чтобы дать нашему агенту свой персональный почтовый ящик, который он будет полностью сам менеджерить. У меня есть Enforsign, мы про него уже много раз говорили. Это очень удобный инструмент для того, чтобы дать полностью нашему агенту доступ к документообороту и все возможности, которые он только может там делать. Создавать шаблоны, контракты, отправлять их, читать их, проверять на риски, размечать их, расставлять специальные поля. Ну, вот это все. И связующее звено — это агент, это недетерминированный и-ассистент, который может для нас выполнять разные задачи, может учиться навыкам, работать с MCP-серверами, ну и много чего еще. Кстати, все эти ссылки я прикреплю в свою бесплатную телеграм-группу, заходите туда, переходите, будете следовать ровно по моим шагам, будет круто. Мы сейчас тут такое сделаем. Так, сначала мы поставим нашего агента. Мы вот тут вот разбирались, как его ставить на свой сервер. Сейчас мы для скорости поставим прямо на свой компьютер. Я прям нажимаю кнопочку «Код», забираю вот эту ссылку. И дальше мы открываем какую-нибудь среду разработки с нейронками. Это может быть Antigravity, Cursor, Cloud Code, любую ID, которая вам нравится. Я вот себе открыл Visual Studio, и тут написано «Откройте файл» или «Каталог». Нажимаем это сочетание клавиш. Создаем новый каталог, назовем его MyAgent. Нажимаем Create, нажимаем Open. Вот мы оказались в этом каталоге MyAgent. Если вам вообще не интересно разбираться с тем, что такое GitHub, как оттуда устанавливается приложение, мы запускаем Claude. В вашем случае это Antigravity, это курсор, любую нейронку. И так и говорим «Стяни». И даем ссылочку на наш агент, нажимаем Enter. И сейчас прям в этот каталог наш агент стянет нашего агента. Нажимаем «Да». Вот у нас он появился тут. Теперь опять же, если мы не знаем, как работать с терминалом, говорим «Запусти». Сейчас наш агент попробует запустить нам агента. Говорит, я сейчас все сам сделаю, поставлю все зависимости. Ждем. Он говорит, я тебя запустил. Открывай localhost 3000, открываем localhost. Все, наш агент готов. И говорит, давай создадим тебе новый проект. Давайте его так и назовем Docs. Нажимаем Create. И он говорит, дай мне свою нейронку. Давайте сделаем так. В интернете много гуляет рекомендация о том, что Minimax M2.5 прекрасна для агентских задач. Скажем так, это совершенно не маленькая нейронка. Ее можно запускать локально, много кто это делает. Если у вас есть необходимые ресурсы, которые для нее требуются, вот здесь перечислены. Если вы счастливчик и вы можете пробовать нейронку Minimax M2.5 на таких ресурсах, в путь. Она тогда может быть у вас подключена к агенту через последнюю опцию OpenAI совместимые запросы. У меня таких мощностей нету, но для того, чтобы эксперимент был чистый, я запущу ее на OpenRouter. Создам себе ключ Agent Test, как раз в конце посмотрим, сколько у нас денег уйдет, если вы решите использовать ее как коммерческий вариант. Если мы посмотрим в OpenRouter на ее бенчмарки, то увидим, что она входит в топ-7% для агентских задач. Ну, звучит обнадеживающе. Возвращаюсь к себе, ставлю API-ключ. Модели подгружаются, начинаю искать Minimax. Давайте найдем именно ту самую, 2.5. Проскроллим вниз, нажмем Save. Если захотите, подключите себе Telegram. Но, в принципе, мы уже готовы работать с агентом, нейронка есть. Давайте еще добавим парочку скиллов. Здесь есть свой магазин скиллов, соответственно, мы можем найти Bittrex, сразу его установить себе в проект, и мы хотим себе найти Send4Sign, сразу установим в проект. Вот убеждаемся, что у нас эти 2 проекта установлены. Теперь переходим в Resend, логинимся сюда,
Внутри переходим на домены. Здесь нажимаем кнопочку «Добавить домен». У вас, если есть какой-нибудь домен, вы можете сюда совершенно бесплатно прикрутить свой. Без этого у вас, очевидно, почтовый ящик не создастся. Должен быть какой-то домен. Он подключается за 3 минуты, поэтому подключайте его здесь. Нажимаете внутри кнопочку «Верифицировать», он у вас будет верифицирован. Дальше здесь нажмем на доки. Поищем вот тут вот вкладочку «Build with AI». Здесь есть MCP-серверы. Здесь давайте нажмем какую-нибудь стандартную для MCP-серверов конструкцию. Вот тот JSON стандартный. Мы его заберем, ставим только сюда потом API-ключ, и у нас Resend заработает для нашего агента. Переходим в агента, переходим на MCP-серверы. Видим, что у нас тут 2 тестовых MCP-сервера стоят. Мы просто безжалостно это все удаляем, вставляем нашу строчку, нажимаем Save. Здесь нам нужно будет прокинуть API-ключ. Здесь пока удаляем. Возвращаемся в Resend, переходим на API-ключи, нажимаем Create API-ключ, даем ему имя, нажимаем Add, забираем ключ, переходим в агента, вставляем его сюда, нажимаем Save servers.json. Все, наш MCP-сервер уже готов для агента. Начинаем новый чат. Привет, у тебя есть зависимости, скиллы, MCP-серверы. Посмотри все, что для них нужно, и поставь нам. Отправляем. Агент думает. Это важно делать, потому что в скиллах есть масса зависимостей, и важно, чтобы наша нейронка, наш агент пробежался по ним, поставил сразу все скопом, чтобы потом, когда мы его попросим использовать тот или иной скилл, он бы не прерывался на доустановку пакетов, на рекомендации, что нужно сделать. Сейчас мы сразу с этим разберемся. Вернее, он сам и разберется. Очень много чего читает, изучает наши проекты, всю подноготную вытаскивает, проверяет, что у нас установлены NPX, ноды, что Python стоит, чтобы скрипты выполнять. Смотрит, что там для Bittrex нужно. Ну, короче, очень-очень интересно, если вы технарь, но, наверное, если нет, то не очень интересно. Итак, вот отчет нашей системы, что требуется для Bittrex, все есть на месте, для Send4Sign все есть на месте, и вот все, что проверено. Ну, прекрасный отчет, но ему не хватает некоторых ключей. Нажмем новый чат, скажем. Так, давай сделаем так, чтобы прямо в этом проекте у нас все ключи доступа хранились к скиллам, соответственно, для Bittrex, для Send4Sign. Скажи, что тебе нужно от меня. Видим, как он загружает непосредственно скиллы. Он говорит, для Bittrex мне нужен webhook URL, соответственно, иди в приложение webhook. Для Send4Sign мне нужно 2 ключа, Send4Sign API ключ и клиентский ключ. Говорит, дай мне, я их сложу себе в .env. Возвращаемся в Bittrex. Здесь приложение, здесь разработчикам, здесь другое, здесь входящий webhook. То, что нужно нашему агенту. Забираем. Тут говорим, вот тебе Bittrex, webhook, вставляем webhook. Вижу, как у многих из вас потеют ладошки от того, что мы ключи отдаем непосредственно нейронке, но мы же предполагаем, что вы ее запускаете у себя локально, правильно? Дальше Send4Sign, нажимаем Sign Up, создаем себе аккаунт. Внутри Send4Sign переходим на API ключи, забираем ключ. Возвращаемся и говорим, а вот тебе и ключ от Send4Sign. Вставляем сюда. Эти ключи, пожалуйста, сохрани себе в проект, чтобы иметь к ним быстрый доступ. И видим, как у нас в проекте появляется файл .env, и там лежат уже наши ключи. Кстати, при первом запуске у вас агент попросит вернуться в ваш webhook и добавить ему права, он сам перечислит, какие ему нужны, чтобы качественно работать с вашим Bittrex. А мы давайте вернемся в агента и спросим, ну что, какие сделки ты видишь у меня в Bittrex? Прогружает скилл, смотрит, каким образом нужно взаимодействовать с Bittrex. Так, и вот наш отчет. У нас сделок на 3 миллиона. Есть новые сделки. Да, все у нас почти на 3 миллиона сделок. Вот они, где у нас, на каких этапах, на каких стадиях, где какие суммы. Все сделки в работе, за последние дни движения есть. Ну, а вот сейчас будет круто. Помните, у нашего агента есть свой собственный почтовый ящик. Вот мы недавно обсуждали поставки с клиентом, это гипотетический клиент, и он нам сказал, что концептуально согласен, можем двигаться дальше. Теперь круто. Я беру, направляю это письмо своему агенту. Вот его почта, которую мы ему добавляли, беру и форваржу просто письмо ему. Возвращаюсь в агента и говорю такое. Слушай, я тебе только что переслал письмо, давай сделаем сделку. Посмотри, контакт уже есть в Bittrex, нет. Если нет, то создавай новый и по тому, что там описано, готовь сделку и помещай в Bittrex. Итак, агент нам уже ответил. Он нашел письмо, которое мы ему переслали, увидел, что да, это Илья Бавкунов и Send4Sign. Контакта компании нет, он их не нашел в Bittrex. Он создал компанию и контакт в Bittrex. Компанию прокинул email, молодец. Контакт все сделал, привязал его к Send4Sign. У нас в письме была проговорена сумма, он ее сюда внес. Да еще и добавил комментарий. Давайте проверять это в Bittrex.
Так, сразу же видим, что в стадии подготовка документов у нас уже есть искомая сделка. Здесь внесено все верно, 42 тысячи евро, все как мы проговаривали. Контакт внесен, отлично, компания внесена. И даже добавил комментарий с письма, что, в принципе, клиент согласился концептуально и даже какие-то базовые вещи. Круто. Дальше логично замкнуть этот круг. Раз у нас есть Bittrex, раз у нас уже есть наши почты, агент без проблем работает с тем и с другим, давайте попросим его формировать документы для наших клиентов в зависимости от этапа сделки. Вот у меня тут есть какой-то шаблон NDA в Word. Давайте сделаем такую вещь. Я беру, прям перетаскиваю сюда этот docx и говорю: слушай, я тебе только что добавил в чат наш шаблон на неразглашение. Я тебя попрошу его взять и на основе него создать шаблон в Send4Sign и сразу же его разметь. Нажимаем Enter, сейчас будет происходить магия. Он сейчас начинает работать с этим файлом, определяет, что это Word, docx, а не PDF, пробует извлечь оттуда текст через скрипты, которые он до этого устанавливал. То есть, если мы сейчас перейдем в Send4Sign, то у нас никакого шаблона нет. Хотелось бы, чтобы тут был какой-то фиксированный шаблон, который бы мы впоследствии могли использовать и предзаполнять под того или иного клиента. Но это удобно, согласитесь. Вот он только что извлек текст NDA и начинает загружать и создавать шаблон в соответствии со скиллом. Вот он получил все ключи, конвертирует docx в HTML, что тоже соответствует навыкам Send4Sign. Шаблон создан. Сейчас он начинает его немножечко очищать. После того, как происходит конвертация дока в HTML, бывают какие-то артефакты, поэтому он обучен впоследствии пробегать по ним и вычищать какие-нибудь сомнительные моменты. Так, видим, что тут нейронка прошла колоссальный путь. Да, она нашла правильный шаблон, она увидела, что это NDA, она создала новые плейсхолдеры, она расставила плейсхолдеры по местам. Ну, пойдемте проверять непосредственно в Send4Sign. Возвращаемся в Send4Sign, переходим на шаблоны, открываем наш шаблон. Так, да, город, дата договора, то есть стоят они в нужных местах. Здесь все окей. Да, смотрите, реквизиты тоже как смарт-филды, как изменяемые поля. То есть, если мы тут пропишем Санкт-Петербург, да, установится в нужное место, дата, да, становится в нужное место. В принципе, зачем нам в шаблоне иметь эти значения? Давайте удалим и оставим пустые. Если что, вручную можно поправить, что-нибудь сделать побольше, пожирнее. Да, ну хорошо. Давайте еще для красоты добавим какую-нибудь картинку сюда. Ишенка, ну пускай будет Ишенка. Сделаем ее чуть-чуть поменьше. Да, отлично. Ну, в принципе, даже выглядит неплохо. Теперь этот шаблон мы можем использовать для того, чтобы генерировать соглашение прямо из Bittrex. Возвращаемся в агента и говорим: слушай, у нас сделка есть в Bittrex, она про поставку программного обеспечения там с компанией Send4Sign. Возьми данные из этой сделки, подготовь NDA на основе шаблона из Send4Sign и пока не отправляй, просто заполни из Bittrex. Так, правим, чтобы NDA был правильно написан, и отправляем в нашу нейронку. Так, ну что, наша нейронка создала нам теперь NDA на основе контракта. Говорит, что она смогла заполнить из Bittrex, а что осталось пустым. Конечно, тут есть следы того, что наша нейронка маленькая и не способна справляться с суперсложными задачами. Например, вот она тут евро на рубли изменила, потому что было слишком много пошаговых действий. Сходи туда, забери то. Но мы понимаем, что если вы будете пользоваться более крутыми нейронками, то таких артефактов будет меньше. Но у нас с вами задача перейти в Send4Sign, перейти в документы, найти самый последний договор NDA Send4Sign, открыть его, увидеть, что он создан на основе того самого шаблона с красивым логотипом. Здесь заполнены данные уже динамически из нашего Bittrex, без предварительного маппинга, как вы понимаете, просто данные были в Bittrex 24, нейронка сама решила, куда их правильно в шаблоне расставить. Давайте пройдем вниз. Да, она нас предупредила, что в сделке не было никаких данных про адрес и банковские реквизиты, но она вставила название компании, название директора и, в принципе, справилась со своей задачей, на твердую 4. И, как я вам и обещал, мы не написали ни строчки кода, управляли нашим агентом исключительно голосом, предварительно настроив точки доступа и получили, в принципе,
неплохой результат. Ну что, подписывайтесь на канал, проходите мастер-классы и до скорых встреч.